Салют, дорогие зрители и гости моего канала. Рад представить вашему вниманию обзор на квадрокоптер Hapsan Zino Mini Pro. Ролик был подготовлен совместно с Романом Николаевым, он же автор YouTube канала Роник. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Zino Mini Pro – новинка от китайского производителя Hapsan. В отличие от DJI и FIMI, компания решила внедрить систему обнаружения препятствий. Квадрокоптер имеет весьма впечатляющие характеристики и целый ряд преимуществ перед конкурентами по аналогичной цене. Обо всем по порядку. Дизайн. На первый взгляд, дизайн был полностью скопирован с DJI Mini 2. И действительно, лицевая сторона практически один в один копирует своего конкурента, но при внимательном осмотре сразу бросается отличие. Во-первых, задние лучи раскладываются аналогично старшей модели, что на мой субъективный взгляд является разумным техническим решением, так как пропеллеры задних лучей первого и второго Mini быстрее всего приходили в негодность. По крайней мере у меня, так как я эксплуатирую их довольно интенсивно. Во-вторых, стабилизатор установлен немного ниже, а это значит, что при резком тангаже гораздо меньше шансов получить бракованный кадр из-за резкого спуска камеры вниз. Разработчики Hapsan явно учли недоработки DJI. В-третьих, новая система обнаружения препятствий. Датчики установлены как спереди, так и сзади, причем датчики бинокулярные, поэтому Zino Mini может распознавать пространство до 15 метров. Датчики препятствий. Они работают неплохо, но тоже своеобразная система. Я калибровал 2 дня назад, все работало отлично, вчера летал, все работало отлично, а сегодня он говорит, датчики не откалиброваны, откалибруйте. Я не знаю, что произошло, почему он не хочет нормально работать с датчиками препятствий. Но когда они работают, дрон реально останавливается, определяет препятствия, то есть не летит, то есть работают они хорошо. В нижней части корпуса расположились сонары, камера позиционирования и нововведения, довольно яркий фонарик. Необходим он в первую очередь для полета в помещениях и является вспомогательным элементом для камеры позиционирования в темное время суток. Корпус выполнен из неплохого пластика в сдержанном сером цвете. По моим ощущениям, он менее маркий. На радиатор также можно установить защитную площадку. Стоит отметить, что разработчики решили вырезать micro-USB порт, так как на борту предусмотрена встроенная память объемом 64 или 128 гигабайт. На мой взгляд, это крайне неудачное решение. Гораздо практичнее было бы оставить порт для карты памяти и дать пользователю выбор, на какой носитель информации записывать видео. К тому же, при копировании видео с коптера на ПК происходит довольно сильный нагрев, и если информации копируется много, то коптер может перегреться и начать сигнализировать о перегреве, поэтому решение о внешней SD-карте было бы лучшим. Сбрасывается напрямую на комп как флешка, и можно подключить напрямую телефон, но на телефон сбрасываются файлики, вот эти AB прокси, которые 720. В целом, дизайн Zino Mini Pro довольно брутален. Лично мне он понравился. Контроллер управления. В обзоре X8 Mini я справедливо отметил, что FIMI не стали изобретать велосипед и взяли за основу пульт от старшей модели, лишь слегка урезав функционал. Разработчики Hapsan пошли гораздо дальше, они оставили тот же пульт, что у Zino 2. Единственное отличие – цвет пластика. Благодаря серому цвету он смотрится немного солиднее. В целом это отличный пульт. На дисплее отображается телеметрия, и даже если вдруг у вас разрядится смартфон, вы спокойно и без паники вернете коптер на точку взлета. Батареи пульта хватает на 5-6 полноценных полетов. Лично я советую получить root-права и скачать приложение Battery Charge Limit и ограничить зарядку. Таким образом можно будет не переживать о разрядке батареи пульта, ее хватит надолго. Камера. Камера имеет 48-мегапиксельный SMOS-сенсор от Sony и пишет 4К видео с максимальным битрейтом 200 мегабит в секунду. Видео кодируется при помощи кодека H265. Для владельцев слабых компьютеров предусмотрено сохранение прокси-файлов. Подробное видео про использование прокси есть у меня на канале. Ссылку на ролик я оставлю в описании и включу подсказку. Угол обзора 84 градуса. Стабилизатор отлично справляется со своей задачей и, на мой субъективный взгляд, отрабатывает свою функцию гораздо лучше, чем DJI Mini 2. Рабочий диапазон от 0 до 40 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что по аппаратной части Hapsan превосходит Mavic Mini, на практике, особенно в суровых зимних условиях, камера не справляется с поставленными задачами. Особенно заметный минус – расфокусировка в минусовую температуру. В день съемок обзора температура воздуха составляла минус 15 градусов по Цельсию, и, к огромному сожалению, почти все футажи оказались в расфокусе. В то же время в теплую погоду, например летом, дрон снимает очень хорошо. Это огромный минус, так как тот же Mavic Mini 2 показал отличный результат, без единого
единого намека на мыло. Помимо мыла обнаружился следующий недостаток. Процессор постоянно выставляет некорректные значения white balance и оттенки в автоматическом режиме. В настройках камеры можно выбрать несколько пресетов баланса белого, но нет возможности выставить значения в кельвинах. Также нет возможности оперативно изменить значение ISO и shutter speed. Hubsan остаются верны своим традициям и оставили фирменную визитную карточку. Все настройки экспозиции слетают при каждом включении коптера. Апофеозом является, на мой взгляд, самая идиотская особенность. До того, как коптер не поднялся в воздух, у нас недоступен стрим видео. Это сделано для того, чтобы дрон меньше грелся. С включенным FPV он закипает как чайник. Изображение передается только тогда, когда дрон взлетел. И до этого момента ты настраиваешь видео, там ISO, шаттер и так далее. Ты не видишь картинки. И когда ты взлетел, вот только в этот момент ты начинаешь настраивать. На это у тебя уходит определенное время и определенный заряд батареи. Что бросается в глаза, это желе. То есть изображение дрожит. Я понастраивал пиды по инструкции с YouTube, стало лучше намного. Но тем не менее все равно иногда проскакивает. Я летал на Zino первом, на Zino Pro. В принципе, дроны были неплохие. Но вот этот дрон меня немножко удивил. У данного дрона уже с завода отходил шлейф камеры. Изображение на экране и на оригинальной записи выдавалось таким мерцанием синим-фиолетовым. Пришлось его разобрать. Кстати, на моем канале я видео выкладывал, как это делается. Прижать посильнее разъем и наклеить какую-нибудь такую подложку, чтобы корпус придавливал. Повторюсь, по аппаратной части Hubsan превосходит конкурентов, но, к великому сожалению, программное обеспечение не способно в полной мере проявить потенциал, из-за чего на данный момент дрон проигрывает X8 Mini и даже Mavic Mini 1. Батарея. Zino Mini оборудован литий-ионным аккумулятором емкостью 2400 мАч. Максимальное заявленное время работы 40 минут. На практике время полета составляет 35 минут в умеренном стиле пилотирования. Аккумулятор может заряжать как от 5 вольт 2 ампер, так и от Quick Charge 3.0 адаптера. Советую прикупить хороший емкий Powerbank. Лично я советую девайсы от компании Romos. Время зарядки от 5 вольт составляет 90 минут. Также они, мне кажется, немножко нехорошо сделали с аккумуляторами, с зарядкой, потому что вот, например, вот эти контакты, когда аккумулятор вытащен из дрона, вот эти контакты торчат. Они очень длинные, их легко повредить. Никакой крышечки закрывающейся здесь нету. И на самом аккумуляторе такая же фигня. То есть вот зарядник, он с такими же длинными разъемами. И когда ты его вставляешь, тут надо очень точно попадать, потому что чуть-чуть вкривь, и можно погнуть. Ну и также, когда он вот заряжается, вот такой ход, ну как бы несерьезно. То же самое и с хабом. У них есть хаб на 4 батарейки, такая банка. Аккумулятор заряжается вот так там, одевается точно так же. То есть чуть-чуть задел, и можно погнуть. Не знаю, с какой целью это сделано. Почему не сделать как типа бокса, как у DJI. Дальность полета и качество стрима. Производитель обещает максимальное отдаление 10 км при FCC режиме. Лично я предполагаю, что максимальная дальность составляет 6 км. Все как у DJI. Дрон сам определяет свое местоположение и включает тот или иной стандарт. Мы не стали рисковать коптером, так как обзор был снят в Москве, где почти везде установлены спуферы и глушилки. Что касается стрима, то тут не все так однозначно. В прошлом году я делал обзор на Zino 2, и я не стал заострять внимание на качестве стрима. Но так как Zino Mini позиционирует себя как конкурент DJI Mini 2, мы и будем сравнивать качество стрима именно с DJI. Хотелось бы отметить про качество картинки, которая приходит на смартфон. Они заявляют, что 1080. Ну там, да, можно выбирать HD поток, но все равно, когда дрон улетает, например, там на километр-два, 1080, мне кажется, там не передается, потому что бывает, пикселя мажутся сильно, и даже, висит перед тобой там метров 100-200, картинка на смартфоне не самая лучшая. DJI, допустим, Mavic Mini 2, картинка прям идеальна. Здесь же... Если на Mini 2 мы имеем качественный HD 720p, то на Zino Mini мы получаем разрешение 480p с отвратительной детализацией. Вдобавок ко всему, на расстоянии более 1 км увеличивается пинг. Примерно такая же ситуация с X8 Mini. Разница лишь в том, что Fimi стоит $300, а Hubsan ту же цену, что и Mini 2. Минусы. Ну а теперь мы поговорим о минусах, которые обнаружились за время эксплуатации. Полет и управление. К
сожалению, коптер, аналогично X8 Mini, не умеет стабильно зависнуть в пространстве, его постоянно сносит в разные стороны, вдобавок ко всему он может неожиданно изменить высоту полета. На кадрах наглядно видно, как держат точку оба коптера. Конкурент Mavic Mini отлично удерживает высоту, несмотря на порывы ветра. В помещениях летать можно, но будьте крайне аккуратны и старайтесь летать над отчетливой текстурой пола, и при недостаточном освещении всегда включайте фонарик. Долго ловит GPS, то есть если Mini Mavic ловит достаточно быстро, там 30 секунд, минута, этот ловит по 5 минут бывает, и особенно если погода пасмурная, плохая, там облачность, то проблема. Висит как бы по датчикам у земли, и вот ждешь, пока он поймает, либо на земле стоишь. Второй существенный недостаток – угол поворота дрона, после которого он начинает поворачивать сам подвес, неадекватно завышен. Говоря простым языком, очень сложно снимать на данный девайс красивые кинематографические пролеты. Даже опытному оператору придется адаптироваться к необычному инертному управлению. Вдобавок ко всему отсутствует автоаим, который присутствует на DJI и помогает оператору снять красивый кадр. На Хабсане небольшая дрожь пальца приводит к бракованному кадру, имейте это в виду. Аналогично X8 Mini угол поворота подвеса можно настроить в приложении. По шумности, в принципе, дрон тихий, но если вам нужно именно тихий дрон, чтобы летать из укрытий, там, в поездках, в путешествиях, то все равно у него на высоте, при наборе высоты, вот, в режиме, когда идет, мощностный такой режим, то есть полет быстрый на высоте, когда надо набрать в сторону, там, куда-то уйти, то противный визг такой раздается, то есть все же не очень он тихий. При повороте вокруг своей оси дрон может неожиданно поменять высоту и расположение в пространстве, причем ось X расположена не в центре тушки, а в правом переднем луче. Компас не всегда настраивается с первого раза, поэтому я советую скачать магнитометр и искать наиболее благоприятное место для калибровки. Калибровки. Здесь очень много калибровок. Горизонтальная, ИМУ, калибровка подвеса 2 штуки только. Гироскопа еще калибровка. Причем, например, калибровка гироскопа самого дрона делается только до 45 градусов его нагрева. А греется он очень сильно. Кстати, тоже вот один из самых негативных моментов. В квартире он у меня висел всего 3 минуты 20 секунд, нагрелся до критической температуры и включилась автопосадка. Там даже в приложении написано, что избегайте длительного висения на одном месте. Дрон должен двигаться. Тогда он охлаждается вот набегающим потоком, температура держится у него нормальная. Дрон нагревается почти до 88 градусов, это достаточно очень горячо. То есть дрон горячий, пассивное охлаждение у него не самое лучшее. Главное разочарование – это расфокус при минусовой температуре. Причем из-за низкого разрешения стрима расфокус не заметен во время записи. Почти все футажи, которые были сняты в день обзора, оказались бракованными. Причем DJI Mini 2 в тех же условиях показал отличный результат, без единого намека на расфокус. Стоит заметить, что на Zino 2 при тех же условиях мыла не наблюдалось. Добавим к этому неадекватную настройку White Balance и оттенков, из-за чего вся картинка отдает фиолетовыми оттенками. Частично картинку все же можно выровнять Lumetri Color. Также у меня возникли вопросы касаемо детализации и качества картинки. Несмотря на то, что футажи кодируются битрейтом 200 мегабит в секунду, картинка заметно хуже X8 Mini и DJI Mini 2. Программисты Hubsan выпустили абсолютно сырое программное обеспечение камеры, и я надеюсь, это положение исправит в будущих обновлениях. Выводы. Что хочет сказать в итоге? Компания Hubsan выпустила на рынок модель, которая аппаратно может составить достойную конкуренцию Mavic Mini 2, но, к огромному сожалению, только аппаратно. Аналогично Zino 2, у новинки имеются существенные проблемы в программном обеспечении, и именно ошибка ПО привела к крашу моего Zino 2, когда мы начали снимать обзор по интеллектуальным режимам. Лопнул корпус полностью, вот здесь вот полностью лопнул корпус, оторвано все, что можно. Тут, скорее всего, придется менять полностью корпус. В целом дрон сыроват еще, наверное. Неплохой, но сыроват. Я очень надеюсь, что компания Hubsan исправит все недоработки касаемо программного обеспечения. Брать или не брать его – исключительно ваш выбор. Моя личная оценка данной модели 2 балла из 10. Благодарю вас за просмотр данного ролика. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях. Всем спасибо и до новых встреч, дорогие мои друзья.